Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Буквально через несколько минут у нас будет перезагрузка серва, и я думаю, что там уже что-то готовят для тех ребят, которые бесконечно вылетают с игры, либо те, которые просто не могут после последнего обновления зайти в игрулю. Хотел бы попросить каждого из вас поделиться роликом. Спасибо вам огромное, вы делаете огромную работу. В плане мотивации за лайки, комментарии, подписки тоже отдельное спасибо. Сегодня я рейдер, ну и кроме этого поддерживаю ту тему, которую я давно начал развивать. Вопросы и ответы разработчикам очень интересная тема, и в принципе у меня есть несколько интересных вопросов, несколько интересных ответов, и плюс к той информации, что я сделал и как это сделать правильно. Смотрите, меня зарейдили. Я, несмотря какая же база на глобальной, то есть на глобальной карте, я не смотрел, что за база, выполняя задания рейдеров. Также, то есть меня зарейдили, показали, что украли, нашли следы, бла-бла-бла. Я сразу же выполняю задания рейдеров и выхожу на глобальную карту. Что я вижу? Две базы одинаковые, то есть я буду мстить этой базе, и плюс еще и пойду на рейд. То есть два раза. Если вы очень хороший везунчик и вам везет на антирейдах на хорошие базы, то вы можете умножить. Я, естественно, посмотрел, что за база Мэй. Не особо хотел бы два раза такую рейдить. И базы бывают лучше, круче. Но пока что давайте мы зарейдим то, что есть. Итак, первый вопрос. То, что интересует тех ребят, которые собирает большущие коллекции чопперов или скинов, одежды, трусов, всего остального. Вопрос был задан так, приблизительно это все, то есть это не там идеально, все приблизительно. Что, как звучал вопрос, будут ли новые скины на чоппер, одежду, ну, либо что-то другое. Написали да, но всему свое время. То есть разработчики отвечают, что все-таки скины они не забросили, так как мы уже несколько обновлений не видим, несколько, получается, сезонов не видели, несколько обновлений, реально не видели новых скинов на чоппер. Получается, что у нас получается только то, что мы недовыбили когда-то. Мы забираем вот эти вот бесконечные наборы. Вот этот вот очень интересный, я жалел, что тогда у меня просто не было возможности. Ну, просто не мог. Вот карта отказывалась проплачиваться. И я очень печален был, что вот этот вот скин не выпил. Ладно. Все очень отлично, максимально симпатично. Ребят, мы забираем все, что здесь на этой базе есть. В принципе, посмотрим потом, что здесь еще вообще на базе есть. Помимо этого, информация звучит так, что готовятся новые скины на чопперы, на рюкзаки, на все остальное. Поэтому я рад, доволен очень сильно. Дальше, что хотелось бы сказать про следующий вопрос, потому что, ну, у нас два рейда, в принципе, база одинаковая. Не знаю, смысл есть показывать еще одну базу. Если что, полчасика, по-моему, в течение 30 минут будет релог серва. Поэтому я особо таки быстрее хочу записать ролик и надеюсь, что вы тоже ходите на рейды и есть свои вопросы, которые вы можете прямо в комментариях, либо в личку мне в соцсети задавать, интересные, интересующие. Попробуем задать это как-то. Ну, хотя в последнее время они просто перестали отвечать. И типа, ну, может быть из-за того, что сейчас очень сильно заняты. Работаем над обновлениями и всячиной, которая, в принципе, пока что нуждается в изменениях в игре. Так, ну вот, ради чего я сюда пришел. В принципе, почему бы и нет. Лопаты я не беру, лопат у меня очень много. Я даже в этот раз делился с рейдерами лопатами. Просто круто, 6 лопат. Пацаны довольные, пошли копать. Как говорится, пацанам теперь есть. Хочешь накормить этого, как его, нуждающего, то дай ему, научи его добывать еду. Вот они теперь будут копать, и все будет чики-бомбони. Итак, что хотелось бы сказать, ребят, о дальнейшем обнове. Вопрос, конечно, корректно было бы задавать более раньше, чем сейчас, но тем не менее звучит так, что зачем транспортный хаб усложнять, и будете вы еще вносить какие-то изменения в плане усложнения именно самого транспортного хаба. Вы знаете, что реально там убрали
и воины за угла, и многих это интересует. В принципе, меня тоже. Теперь боссы стали намного сложнее. Да, хотя есть те ребята, которые скажут, что да не, Михаил, ты что-то придумал, и честно, там я с легкостью сливаю там того или того другого зомби. Но для меня, вот я играю не первый день в Last Day, для меня сложно даже с топовыми фэнскарами, с самым топовым модулем слить этого шахтера. Он серьезный противник, и в принципе схитрить теперь никак невозможно. Раньше хоть воин из-за угла работал, сейчас эта вся тема просто исчезла. Ответ последовал так, что нет, не будем мы усложнять. То есть все, что хотели сделать в хабе, сделали. Получается, что именно так он будет в ближайшее время и выглядеть. Может быть, какие-то разве что баги будут убирать. Да, прикольно. Да, вот и что хотелось бы задать по самым интересным и естественным вопросам. Так, будет ли пригород или вертолет? Но я вам скажу так, что это очень-очень интересные вопросы. Например, очень многие этот вопрос задают. Это самый частый. Вертолет, будет ли он вообще и стоит ли ждать обновления с вертолетом. Кстати, где я беру краску, вот на рейдах очень неплохо красочка прилетает. Поэтому, в принципе, я беру то, что у меня нет. У меня, кстати, нет сигарет камер. Я уверен, что в будущем они обязательно нам понадобятся. Поэтому возьму-ка несколько штук. Пускай лежат. Парочка стеков будет. Так, будет ли пригород и вертолет? Не скажу, но что-то в разработке. То есть точного ответа. Что-то в разработке. То есть, если мы видели пригород, и, естественно, он связан с вертолетом. Многие об этом говорят. И я тоже об этом не раз говорил, что однозначно оно завязано. И пригород, и вертолет. Хотя, если честно, в разработке и точной информации просто не прилетело. То есть задал вопрос. Ребята мне писали об этом вопросе. Я его задал. Поэтому я думаю, что вот так вот и должен, наверное, ну не должен, но как минимум не вообще однозначно звучит ответ на определенный вопрос. Вопрос о вертолете. Я думаю, что хаб, этот пригород 100% у нас в разработке идет, потому что это логично, так как он только недавно появился. А вот уже с остальным, конечно, другие проблемы. Так, сюда вот это положу. Буду я, наверное, взрывать еще чисто так, посмотреть, что там. Уголь мне очень нужен, досок у меня пока хватает. Но, если честно, могу краску поменять. Вот так вот, то есть будет лучше. Дуба очень много нужно в будущем, поэтому вот так вот. По-моему, у меня прям уже и взрыва не надо делать. Прям шум поднимается под максимум. А каким он топором рубит? Если честно, я не думал, что он будет этим рубить. Ну ладно, шоколадно. Итак, ребят, зачем транспортный хаб усложнили, это мы уже видели. Будут ли изменения на базе, будут ли добавлены какие-то новые навыки и много чего интересного, да. Ну, то есть, я думаю, что этот вопрос тоже очень интересен. И был вопрос о домоседе, будет ли добавлен новый навык домосед. И разработчики говорят, что не будет изменен гараж. То есть вопрос звучал так. Будет ли добавлен какой-то новый навык, чтобы персонаж не хотел есть на базе? То есть есть и пить. Постоянно ты делаешь какие-то постройки, делаешь какие-то изменения. Вообще персонаж твой находится на базе. И он бывает от голода и жажды просто умирает. Вопрос был, добавят ли новый навык в домосед. Но если добавят этот новый навык, то тогда и уровни должны быть добавлены новые. Поэтому это очень-очень-очень интересный вопрос. И хотели, чтобы в гараже появился большой ящик-стеллаж, в котором складывать краски и все детали на чоппер. Ну, то есть, представьте себе, что ты приходишь в гараж, вот так как я сейчас. Можно было, конечно, слиться на рейде. Так, я ничего не нажимал, но мой персонаж отхилился полностью. Итак, представьте себе, что ты пришел в гараж, а тут вот так вот, как здесь, водичка, типа там бабах сюда, а тут себе ящичек нажимаешь, а тут вся краска сложена вот на этом стеллаже. Ну, а здесь все детали, которые нужны для чоппера. То есть и
например, туда и баки все сложить, все вилки, все колеса, все, что нужно, как бы для деталей чоппера. Здесь всю краску сложить, типа стеллаж сделать типа такого, как вот у меня, в котором я храню какую-то краску. Я думаю, что это было бы интересно и достаточно круто. Но разработчики сказали, гараж изменений пока что не планируется никаких сделать. А вот за домосед сказали, может быть, добавится домосед, такой навык, в котором, что просто ты будешь, получается, на базе находиться, а у тебя не будет собираться голод, жажда. Вот так вот это все, конечно, закручено, завуалировано. И я думаю, что это, с одной стороны, даже круто. Рейдить подобную базу еще раз. Мы уже знаем, где что лежит, что где забрать. Надеюсь, вам подобный ролик нравится. Пожалуйста, сразу лайк. Сразу там задавайте свои вопросы. Очень интересно. Вот, 15 минут у нас сервак перезагрузится, поэтому пойду-ка я, наверное, станочки перезаряжу, да, все остальное. А вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете подобный контент. А вам удачи. Пока, увидимся в следующих видео.